третьем нашем разговоре о войне коалиции Израиля и США против Ирана надо бы посмотреть, как выглядит эта война из кремлевского окошка. Ведь Иран не абы какая страна. Это ролевая модель для российского режима. И, безусловно, из Кремля на происходящее смотрят очень внимательно и без радости. В самом начале войны в Украине, когда на Россию посыпались пакеты санкций один за другим, Иран был важным аргументом пропаганды, которая его постоянно упоминала. Мол, есть же такой вот режим, который под глухими санкциями живет уже почти полвека, и все ему трын-трава. Походило это больше всего на аутотренинг. Будто не столько граждан хотят убедить в несгибаемости режима, потому что сравнение России с Ираном для них звучит так себе, сколько хотят убедить самих себя. Мол, можно доруководиться до полной ручки, при потрясающих природных богатствах иметь ВВП на душу населения, как в Узбекистане, сидеть в полной изоляции, быть для всего мира символом вопиющей неадекватности, но все равно удерживать власть десятилетиями. И все же в порядке, все нормально. Так можно ли? Сейчас обсудим. Перед началом напомню. В описании мы собрали способы, как обходить блокировки бесплатно. Мы регулярно их проверяем, а спонсирует это дело компания MaxSwap, которая выпускает криптовалютные виртуальные карты, которыми можно оплатить за границей. Сложно кому-то продать Иран как блестящую мечту. Все равно, что продавать как мечту жизнь в Северной Корее. Но начальство самому себе может продать идею, будто можно править вечно с тотальной цензурой и воинственной идеологией, окружив себя корпусом стражи исламской революции, готовым стрелять в людей не задумываясь, и установив свирепый контроль тайной полиции над всем обществом. И все будет, мол, в порядке. Можно дальше жить во дворце. Пример Ирана внушал начальникам мысль, что на самом деле нет никакой связи между качеством жизни в стране и удержанием в ней власти. Можно не переживать о том, поддерживают ли граждане происходящее. Это ни на что не влияет. Все равно. Иранский режим в этом плане хорошая, очень ролевая модель. Он долго существует. На 20 лет дольше путинского. Он делает, что хочет, ни на кого не оборачиваясь. Он неуязвим для санкций, потому что практически не вовлечен в глобальную экономику. Экспорт у более чем 80-миллионного Ирана почти 112 миллиардов долларов, меньше, чем у небольшой Чехии и даже крошечного Люксембурга. Санкции и эмбарго теперь просто не на что налагать. Мир не может отказаться ни от чего иранского, потому что ничего иранского за пределами Ирана практически нет. Ирану удалось даже сделать то, на чем такие режимы обычно заканчиваются. Передать власть после смерти лидера. Иран подавляет любые протесты, не стесняясь стрелять в протестующих и проводить публичные казни. Иран выглядит как диктатура, которой хотела бы стать каждая диктатура в итоге. Его ни за что не схватишь, никак на него не надавишь. Он замкнут сам на себя и выработал систему, которая может пережить своих ключевых вождей. Конечно же, когда через кремлевскую стену смотрят на Иран, Путин и товарищи видят там себя. Все происходящее примеряют на себя и не могут не задавать вопрос: а что если с нами так? Сходств у России и Ирана и впрямь поразительно много. Такая же петрократия, которая также основывает свою власть на страшно раздутых спецслужбах, чьи ресурсы и полномочия находятся в противофазе с компетентностью. Американцы знали о планах Путина на войну больше, чем он о них знал сам. Украинские спецслужбы убивают российских генералов в Москве примерно раз в квартал. Любую информацию о любом жителе России можно купить и продать проще, чем карточки для оплаты App Store. Иранским спецслужбам хватает ресурсов, чтобы докапываться до девушек с непокрытой головой и бегать за идеологическими противниками. Но на израильских шпионов, которые ходят по Тегерану как у себя дома, у них внезапно нет ни денег, ни кадров. У нас борьба с экстремистским ЛГБТ тоже идет куда успешнее, чем борьба со всеми на свете шпионами и диверсантами. Постить радужный флаг во ВКонтакте опаснее, чем снаряжать грузовики дронами камикадзе. Граждане в Кремле прекрасно понимают, что спецслужбы — это опора и защита режима лишь в тех случаях, когда главной угрозой становятся студенты, которые о чем-то говорят между собой в интернете. По таким людям Лубянка работает безупречно. Сама же создает, сама же разоблачает разного рода террористическое подполье. Но, когда дело доходит до дела, то оказывается, что целая армия уголовников может на танках направиться к Москве, захватить штаб армии в Ростове, и это станет полным сюрпризом для всех. Определенно есть в Кремле понимание, что если вдруг Путина решит ликвидировать какая-то организованная сила, например, иностранная спецслужба,
то бойцы невидимого фронта так и останутся невидимыми. И вопрос не столько в том, сможет ли Украина или Америка сделать так, чтобы Путин был ликвидирован. Вопрос в том, захотят ли они. Самое место для рекламы. Сейчас продолжим. Если верить заявлениям, за 2025 год в России заблокировали более миллиона ресурсов и свыше 250 VPN-сервисов, а также несколько VPN-протоколов. Среди недоступных ресурсов есть и популярные мессенджеры. А при отключениях мобильного интернета работает и вовсе лишь несколько сервисов из белого списка. Чтобы сохранить свое право на свободный интернет, поставьте VPN, который быстро адаптируется к ограничениям, в том числе к тем же белым спискам, например, Blank VPN. Он стабильно работает в России уже 8 лет и разрабатывает технологии обхода новых блокировок одним из первых на рынке. Сейчас у сервиса действует очень выгодное предложение. Вы можете подключить Blank VPN со скидкой до 66% с полным безлимитом по устройствам и трафику. А еще сервис дает 30 дней, чтобы вы могли решить, пользоваться дальше или вернуть деньги, если сервис вам не понравится. Еще одно преимущество – подпиской можно делиться с семьей и друзьями. Это гораздо выгоднее, чем покупать каждому отдельно. При этом Blank VPN не ограничивает своих пользователей в трафике. География подключения 50 локаций. Сервис работает только на выделенных серверах, не записывает и не хранит логи. Серверы работают на скорости до 10 гигабит в секунду. С такой скоростью можно спокойно смотреть YouTube хоть в 8К качестве, одновременно играть и стримить. У Blank VPN также есть удобные приложения для iOS, macOS и Android. Подключиться можно буквально в один клик. Поддержка у них круглосуточная и отвечает меньше, чем за 2 минуты. Если ваш VPN-сервис плохо справляется с блокировками и вы хотите попробовать альтернативный VPN, сейчас самое время это сделать, пока действует акция. Переходите по ссылке в описании или QR-коду на экране, используйте промокод CATS, чтобы подписка стала до 66% выгодней. Всего от 2,5 евро в месяц. Оплатить сервис можно российской картой. Устанавливайте себе надежный VPN-сервис, которому можно доверять. Спасибо, что смотрите рекламу. Продолжаем. Мы говорили, что не стоит вопроса, сможет ли Украина и Америка сделать так, чтобы Путин был ликвидирован. Вопрос, захотят ли они. Это очень неприятное для Путина осознание, что все твое существование, причем в самом приземленном физическом смысле, зависит не от армии, не от спецслужб, не от всего того, во что ты вкладывал кучу денег и ресурсов. Вообще от тебя ничего не зависит. Ты, в некотором смысле, живешь на свете по доверенности. Решит американская администрация под командованием Трампа, Рубио, Харрис, Бутиджича или любого американского президента, текущего или будущего, что ты представляешь экзистенциальную угрозу, и тебя банально грохнут. Ресурсы это сделать у США и Украины точно есть. Пока что убийство главы ядерной державы не тот шаг, на который готовы идти. Это пока за пределами дозволенного. Пока такое не носят. Но так и убийство главы Ирана тоже 3 дня назад было за пределами дозволенного. Однако ж. Непонятно ведь, где эта невидимая грань пролегает. Что проще, воевать с тобой в Балтии и Польше или просто дрон по резиденции прислать? Мы хорошо понимаем, это многими описано, что окончательное решение вернуться в Кремль Путин принял после событий арабской весны, а конкретно после свержения Муаммара Каддафи. Тогда для него стало очевидно, что сохранить себя можно только держась за единственный трон. Усложнять эту систему нельзя. Собственно говоря, судьбу Каддафи Путин до недавнего времени поминал через слово. Его всегда очень возмущало, что Каддафи признавали за легитимного лидера, деньги от него получали, за стол сажали, по отчеству привечали. А потом на глазах всего мира растерзали, и слова доброго никто не сказал. Но Каддафи грохнули, когда тот уже некоторое время ничем не управлял. Из чего следовал простой секрет вечной жизни. Пока сидишь в кресле, тебе ничего не угрожает. Пример Ирана, конечно, куда более жуткий для Путина, который тоже нажил себе врага. И врага такого же, как Израиль для иранского режима. Тоже технологически развитого, тоже способного устранять серьезные цели. Как и в случае Израиля с режимом Аятолл, для Украины смерть Путина – это вопрос выживания государства. Понятно, что пока Путин жив, война не закончится. Каждый новый день жизни Путина обходится в сотни жизней украинских военнослужащих. Можно привести сотню аргументов, почему Иран – это не Россия, найти массу принципиальных отличий этих двух режимов.
Но ситуация, в которую они себя поставили, пугающе похожа. Откуда мы знаем, что есть такого рода мысли? Мы это знаем из опыта. Всю четверть века у власти Путин всегда примерял беды друзей диктаторов на себя. Любое публичное выступление, любая революция или переворот происходит где-то там, но политические последствия имеют у нас, для российского режима. Можно сколько угодно ненавидеть Лукашенко, терпеть от него публичные унижения, но нельзя допустить, чтобы протесты его снесли. Это очень дурной прецедент. Нельзя допустить, чтобы украинская революция закончилась чем-то хорошим. Чтобы граждане вышли и снесли свой коррумпированный режим. А то потом кому-то покажется, что идея эта хорошая, и раз уж такое можно провернуть в Киеве, то и в Москве тоже. Победу революции нужно однозначно увязать с утратой территорий. С Ираном похожая ситуация, только кратно хуже. Прецедент случился. Израиль разом за 30 секунд угробил всю верхушку путинского военного союзника. И сразу выяснилось много плохих вещей. Например, что Путин в очередной раз не смог защитить своего союзника. Официального союзника, с которым год назад буквально подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Ни Трамп, ни Израиль в своих планах вообще на мнение Путина не ориентировались. Он для них не сторона переговоров в данном случае. Можно вынести союзника, не спрашивая разрешения. Если помните, все годы с начала войны Путин занимается чем-то вроде воскрешения Варшавского договора. Типа, страны глобального юга должны быть противовесом НАТО. Проще говоря, создадим клуб для тех, кто не любит Америку, и будем там промеж себя торговать и союзничать. Ну и где весь этот глобальный юг-то теперь? Опять же, к НАТО есть много разных вопросов. Медленно помогали Украине, недостаточно помогали, чрезмерно осторожничали. Но тем не менее, они Украине помогали. А Путин своему союзнику не помог ничем. Выпустил официальную телеграмму на кремлевском сайте с решительным осуждением. Непонятно теперь, чего стоят союзы с ним. Кому Путин может быть крышей? Еще выяснилось, что если США разрешают кому-то кого-то убить, то война получается односторонняя. Есть только США с Израилем и Аятолла в своем дворце. Западные лидеры при всех проблемах держатся скорее вместе. Тут и Канада, и Германия, и Британия, и Франция все высказались в поддержку. Но решительные лидеры глобального юга в критический момент все сами за себя. Оказалось, что нет никакого дела к Китаю, единственной силе, способной противостоять США. Нет ему никакого дела до того, кто там конкретно будет в Иране править. Аятолла или не Аятолла, тот Аятолла или этот, или вообще премьер-министр демократический. Уж, по крайней мере, точно ни на какие издержки ради Ирана или тем более конкретного Аятоллы Китай не пойдет. Но если оно так в этом случае, то ведь и в случае Путина будет так же. Если Украина соберется его убрать и получит на то молчаливое, как минимум, согласие США, а то и вообще координаты, то бояться-то ей некого. Си за Путина Киев не разбомбит. Интернационал диктаторов сводится к тусовкам на саммитах. Но когда дело дойдет до дела, китайскому политбюро на российского президента окажется до лампочки. К тому же, в очередной раз выяснилось, что никакой народной мобилизации от смерти любимых вождей не случается. Да, в Иране нет интернета. Черт его пойми, что там происходит. Но если бы там стояли километровые очереди записываться в народное ополчение, нам бы, надо думать, об этом бы сообщили. Интернет бы немедленно появился. Но пока из Ирана утекают только кадры с радующимися иранцами. Страшное для Путина открытие. Спецслужбы своего лидера не защитили, а все остальные, от граждан внутри до внешних союзников, не торопятся за него мстить. И даже скупую слезу не роняют. Если какой-то вывод Путин из происходящего извлекает, то заключается он в том, что убийство действующего главы государства, который всех задолбал и занимается деструктивной деятельностью, не только реально, но и в целом политически бесплатно. Теперь ко всем прочим страхам, которые вечно преследуют Путина и его окружение, к массовым протестам, заговору элит, военному мятежу, добавляется еще один – физическое устранение извне. Помните, мы говорили об этом в контексте блокировки Телеграма? Чем глубже Путин окапывается, тем в меньшей безопасности он себя ощущает. Каждый раз оказывается, что прежний уровень запретов и репрессий уже недостаточен. Всегда везде мерещатся горящие покрышки. Теперь будет мерещиться еще и ракеты в окно. Сегодня украинские ракеты могут долетать уже почти куда угодно, где Путин может оказаться.
И от такого нельзя себя защитить новыми кольцами охраны и законами о терроризме. Потому что тот человек, который позвонит в Вашингтон с координатами для Украины, сидит, как мы видим на примере Ирана, внутри всех этих колец обороны, не извне. А потому что нечего было начинать войну и создавать из друга и союзника настоящего врага, который хочет тебя убить. Война в Украине начиналась как способ сохранить власть. Война же стала самой главной угрозой не только для власти, но и для жизни. Потому что на войне убивают, и главнокомандующих теперь тоже. В итоге получен ответ на вопрос, можно ли жить как Иран, не заботясь о гражданах, управляя чистым насилием. Можно ли выжить с одним лишь корпусом стражей исламской революции? Какое-то время можно, а потом станет не можно. И тогда все вздохнут с облегчением. Сегодня завершим традиционной рубрикой «Совет диктатору». Диктаторы, вы лучше не вылезайте из бункеров. До завтра.